В этом видео мы с вами разберемся, как создавать вот такие вот видеоролики. Это короткие видеоролики для социальных сетей, которые сегодня набирают дикую популярность в социальных сетях, особенно в Твиттере, в Инсте. И самое главное, что эти ролики сопровождаются звуковыми сопровождениями. Называется это направление ASMR. То есть, знаете, когда там что-то где-то режется, какой-то хруст, какой-то звук, кто-то убирается. То есть такие ролики мы с вами сегодня будем создавать с помощью N8N шаблона. Вот так представлен этот шаблон. Но я больше бы хотел сделать упор не на то, как создавать подобные ролики, потому что я думаю, что проблем, каких-то сложностей возникать с созданием таких роликов не должно. Да, построим систему, да, построим структуру и построим автоматизацию, и там раз в сутки, либо там раз в 12 часов нам система будет генерировать подобные ролики и выкладывать их там в социальные сети, в Инсту, в ТикТок, в YouTube Shorts, да, куда захотите. Здесь я бы хотел сделать это видео, знаете, оно так больше, наверное, обучающим. Почему? Потому что создавать такие ролики мы можем через процесс, который я вам показывал буквально недавно. Мы с помощью сервиса Veo от Google можем такие ролики генерировать прямо со звуком и достаточно с крутого качества. Но здесь я бы хотел больше сделать упор не на генерацию роликов, а на том, как мы можем погружать либо подгружать различные системы, заставлять различные системы взаимодействовать между собой. Можем создавать видеоролики в одном сервисе, накладывать звук в другом сервисе, соединять все это вместе в третьем сервисе и потом все это публиковать, соответственно, в социальных сетях. Почему мы будем использовать сразу несколько сервисов? Во-первых, да, скучно было бы просто создавать ролики через Veo и публиковать их в социальных сетях. Нет, мы будем использовать немного другой редактор, который, в отличие от Veo, Veo от Google, генерация 8 секунд, я вам показывал, стоит порядка $8, либо 6 долларов, ну, в различных сервисах. В Replicate это $6, где-то в другом месте это еще, ну, там $8. Здесь же мы будем использовать инструмент генерации видео Seedance. Seedance от компании ByteDance. Это компания, которая владеет ТикТоком. Они разработали свою модель искусственного интеллекта Seedance. Первая версия. Мы будем использовать не Lite, а Pro версию, которая чуть выше качеством будет. И генерация подобных роликов будет в десятки раз ниже, чем при работе с сервисом Veo. То есть не 1,8, не $6 за 8 секунд, не 1,8 за 8 секунд, а будет стоить порядка там 40, 50, 60 центов за один видеоролик, за одну 10-секундную вставку. Причем здесь можно играться с различными форматами. Есть у них вариант Lite, мы будем использовать вариант Pro. Lite тоже круто, и в этом шаблоне тоже есть отдельный инструмент для тех, кто хочет еще больше сэкономить. Вы можете использовать, соответственно, вариант Lite. Я же буду использовать вариант Pro при работе с этим шаблоном. Чем отличается там Lite и Pro? В Lite меньше разрешения и, ну, знаете, она немножко, можно сказать, она чуть дешевле, там процентов на 10, но эта версия, как это правильно сказать, в ней ограниченное количество настроек, то есть она хуже передает ту самую детализацию, чем, например, версия Pro, которую мы будем с вами здесь использовать. Также я нашел очень интересное исследование, где сравнивались, соответственно, ну, правда, вот плохого качества, наверное, попробую увеличить, где сравнивали, соответственно, Veo 3, превью Veo 3 и Seedance. Seedance по большому количеству тестов, я не знаю, можно верить этому исследованию, нельзя верить этому исследованию. Он мало того, что он намного дешевле, да, как мы видели там в десятки раз, но он также и превосходит по качеству ролики, сгенерированы с помощью компании от ByteDance, Seedance первой версии. Первой версии здесь, по-моему, даже и не указано Pro это либо Lite. То есть он в рейтинге даже обогнал этот генератор, обогнал Veo 3. И именно с ним мы сегодня будем работать, генерировать подобные ролики. Поехали!
Так, давайте сразу. Если хотите скачать готовый шаблон и не заморачиваться здесь со мной, то всегда это можете сделать в первом закрепленном сообщении под этим видео. Просто скачивайте шаблон, и здесь подобные инструкции есть к этому шаблону. То есть какие сервисы мы будем использовать. Здесь мы будем использовать два сервиса. Это сервис Fail AI и сервис Replicate AI, replicate.com, который мы использовали уже в предыдущем ролике. Значит, какая основная задача? То есть, что мы будем здесь делать? Единственное, вот в сервисе Replicate там версия только Seedance Lite, в Fail AI там есть версия как и Lite, так и версия, соответственно, Pro, которую мы с вами будем использовать. Значит, смотрите, как выглядит этот шаблон, как вообще генерируются ролики. Здесь установлен таймер, то есть для того, чтобы мы не вручную, а раз в сутки нам система сама генерировала подобные ролики. Дальше, значит, смотрите, да, вот как здесь реализованы агенты. Мы с вами такого еще не разбирали. Здесь, значит, у каждого агента есть свой парсер. Это окей, но инструменты LLM модели, они связаны. То есть это OpenAI чат модель и Think. То есть AI агент первый может обращаться как к Think, как к чат GPT. И агент второй для генерации промптов, он также может обращаться как к Think, так и чат GPT. Такое можно тоже делать, если мы хотим сократить время на работу шаблона. Значит, первая часть этого шаблона — это генератор идей. Значит, здесь на что стоит обратить внимание. Здесь есть входящий промпт. В входящем промпте, если подробно рассказывать, да, что здесь, какие действия здесь должны происходить, здесь основная задача — это сгенерировать идею, получить идею под определенный запрос. И есть внутренний промпт, внутренняя инструкция. Здесь мы на выходе должны получить, значит, что? Мы должны получить captions, то есть описание, мы должны получить идею, мы должны получить описание, что будет происходить в этом видео, то есть как это правильно сказать, то есть внешний вид этого видео, то есть что будет происходить в этом видео, описание там примерно из 20 слов. Sound, то есть звук, который должен происходить при озвучке этого видео. И статус, соответственно, статус здесь меняется там в процессе работы, либо не в процессе работы, для того, чтобы мы забивали все эти данные в Google таблицу и видели, соответственно, тот статус того процесса, который здесь указан. То есть такой промпт. То есть первый агент нам генерирует идеи. Дальше мы все эти идеи записываем в специальную Google таблицу. Google таблица, она также приложена вместе с этим шаблоном N8N. Вы можете скачать Google таблицу для того, чтобы самому такую Google таблицу не генерировать. Значит, в Google таблице есть раздел с идеей, то есть какая-то основная идея. Дальше, значит, captions, то есть описание для социальных сетей, статус. Здесь есть промпт для видео и промпт для звука. Значит, промпт для видео и промпт для звука генерирует наш следующий AI-агент. Сейчас мы его посмотрим. То есть его основная задача — это генерировать промпты. Промпт для видео и промпт для звука. То есть вот он генерирует промпт для видео и промпт для звука. И передает как бы дальше идею. То есть работает над идеей. После того, как промпты готовы, то есть все данные у нас готовы, мы здесь также используем парсер. Парсер мы используем для того, чтобы разделить в более удобном формате для работы с следующих нод. После того, как мы передали, соответственно, создали идею, создали промпты, мы должны разделить. То есть здесь еще также особенность промпта в чем, что мы делаем сразу же не одну видео, а сразу же 3 сцены. То есть мы даем сцену 1, сцену 2, сцену 3,
для каждого элемента. И на выходе мы получаем уже три готовые сцены для работы для создания видео. То есть мы будем здесь сразу же делать не одно видео, а будем делать сразу 3 видео. Для чего мы будем делать 3 видео? Мы будем делать 3 видео для того, чтобы на эти 3 видео сразу же наложить в будущем звук, и эти 3 видео с помощью отдельного инструмента совместить между собой, выгрузить уже там не 10-секундное видео, а 30-секундное видео, либо можем 4 видео, 5 видео, 10 видео, 2 видео, в зависимости от той задачи, которую мы будем здесь указывать. И все эти видео склеить между собой и уже опубликовать в социальных сетях для дальнейшей работы. Значит, хорошо. Значит, с промптами, с подготовкой мы здесь закончили. Что мы делаем дальше? Мы работаем с видео. Нам необходимо этот код, он делит сценарий, который к нам приходит. То есть нам приходит здесь, давайте вот по шагам даже будем идти, запускать тест. Да, смотрите, я быстро запустил тест, и мы получили, соответственно, на выходе 3 сцены. Сцена 1, сцена 2, сцена 3. Значит, смотрите, здесь саунд-эффект, который должен быть, сам промпт для видео, вот он, промпт для видео, звук, статус указан в процессе и, соответственно, сцены, которые будут работать для генерации этого самого видео. Сейчас это все увидите. Значит, дальше идет процесс генерации видео. То есть мы отправляем генерацию видео, и так же, как и при работе с шаблоном Veo, мы здесь установили таймер. Единственное, я здесь сразу же поставил таймер на 180 секунд, можно там на 240 секунд, потому что по статистике процесс генерации видео занимает в среднем там 3-4 минуты. Значит, какой сервис мы здесь используем? Мы здесь используем сервис FailAI. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо также зарегистрироваться, пополнить свой счет, типа как и с Replicate. И дальше мы ищем в поиске Seedance Pro. То есть мы в поиске вводим Seedance, и здесь, смотрите, есть версия Lite, есть Image to Video, есть Text to Video Pro. Мы выбираем эту версию. Text to Video Pro, переходим на нее. Мы уже, кстати, на нее... Давайте... Вот, мы перешли на нее. Так, нет, это Image to Video. Что-то у меня интернет тупит. Значит, переходим на нее. И здесь в разделе с API мы используем ноду HTTP-QRL и копируем, соответственно, все данные. Нам необходимо получить API-ключ. Для этого мы переходим в раздел личного кабинета и генерируем, соответственно, API-ключ, который нам необходим. После генерации API-ключа мы вводим авторизация и вводим, соответственно, key, пробел и наш API-ключ в ноде HTTP Request. Как работать с нодами HTTP Request? У меня есть подробное видео, также есть здесь в разделе с описанием урок по настройке ноды HTTP Request. Он также здесь указан. Хорошо. Значит, здесь мы выбираем метод post, URL добавляем вот этот URL, который здесь указан, вот он находится здесь. Мы выбираем просто этот URL, копируем его и добавляем нашу ноду HTTP Request. Делаем авторизацию. В авторизации мы добавляем нового человека, то есть create new credentials. Здесь прописываем вот этот вот параметр, называется он авторизация. И здесь переходим в раздел там выражения, открываем, и вот здесь мы прописываем, соответственно, наш API-ключ. Вот он в таком формате, в таком виде должен выглядеть. То есть мы здесь прописываем, и вместо вот этого вот значения, здесь обязательно должен быть пробел, мы здесь вставляем свой API-ключ, который мы получим в сервисе FailAI. Хорошо, значит, у меня уже аккаунт создан, я прошел дальше. Значит, что здесь, какие параметры здесь указаны? То есть мы здесь выбираем вариант передачи данных, то есть передача данных это промпт, который используется по стандартной процедуре от требований сервиса FailAI. Этот промпт мы можем найти вот в самом начале. Мы выбираем здесь QURL и выбираем, соответственно, видим, как здесь выглядит промпт. То есть вот промпт.
как выглядит, какие параметры должны быть. И если нам необходимо ввести большее количество значений, то мы, соответственно, открываем More и указываем, например, нам нужны вертикальные ролики не 5, а 10 секунд. Камера должна быть зафиксирована, либо она должна как бы двигаться. И уже с этими параметрами мы выбираем QURL. И вот в эти все параметры у нас здесь уже добавлено. После того, как мы запустили процесс, то есть здесь видеотема, что мы хотим видеть на видео, где должно происходить видео, все эти данные нам отдает как раз наш агент. То есть мы здесь подробно прописываем идею, то есть что это видеотема, название темы — это идея. Дальше, значит, description, что должно происходить на видео. Description нам генерирует как раз тот самый код, когда он берет все идеи и на основе этих идей пишет нам description. То есть description здесь один. Дальше, значит, что должно происходить на видео. И здесь уже вставляются те самые сцены из наших видео. То есть сцена 1, сцена 2 и сцена 3. Для того, чтобы нам сгенерировал как бы 3 видео. Так, давайте здесь включим процесс. После этого мы ждем, идет задержка порядка 180 секунд. Мы можем посмотреть статус, насколько видео выполнено, готово либо не готово. Можем перейти вот здесь также в FLA, в раздел Request. И здесь можем видеть вот те видео, которые мы только что сгенерировали, исходя из наших промптов. Единственное, здесь видео, они все без звука. То есть это одна и та же идея, одна и та же тема. Но видео, вот видите, вот в такие вот. Получается, видео здесь все сгенерированы без звука. Мы можем посмотреть, да, вот ссылку для этого видео. Мы можем посмотреть, за сколько по времени было сгенерировано. Видите, 120 секунд. Просто там стоит 180 секунд, потому что все видео по-разному генерируются. У меня дольше 180 секунд видео не генерировалось. Хорошо, значит, здесь сейчас идет 3 минуты. Значит, давайте дождаться не будем. После того, как таймер прошел, мы проверяем статус этого видео. Здесь мы видим, что статус видео 200, значит, окей, окей, окей. Если видео идет в процессе работы, так же, как мы с вами работали с VO3, мы дальше пока не идем. То есть статус complete приходит всех 3 видео, только после этого мы идем дальше. Для того, чтобы ошибок не возникало, мы возвращаемся назад, опять ждем 3 минуты, и уже там, если все окей, то в следующий раз там эти данные переходят в следующую ноду. Значит, следующая нода — это нода getVideoURL. Эта нода вытаскивает URL наших видео. Как вы видели здесь, да, вот у каждой ноды есть отдельная ссылка на скачивание этого видео. Seed Dance, он не генерирует видео со звуком, то есть здесь нет звука в этом видео. И нам необходимо получить MP4 файлы для того, чтобы скачать оригинальные эти видео. Но не для себя скачать, а для дальнейшей работы. Дальнейшая работа будет происходить через сервис Replicate.com, то есть тот самый сервис, который мы с вами использовали. В этом сервисе нам необходимо найти вот такое вот название MMA Audio. Все ссылки также будут шаблонами. Значит, MMA Audio, что она делает? Оно на основе нашего видео, оно генерирует звук. То есть есть видео без звука и, соответственно, здесь уже видео со звуком. То есть здесь уже идет в данном случае галоп. То же самое. Нам AI-агент на основе он создал промпт, что будет происходить с этим видео. То есть ему даже не нужно смотреть это видео. И сервис Replicate.com, он будет накладывать звук на это видео. То есть мы получили MP4 файлы. Так, давайте, может быть, пройдемся, да, к следующим шагам. Хотя там тоже могут быть задержки. Да, все 3 видео пришли. Получаем ссылки на все эти видео. И дальше уже на эти видео мы накладываем звук. Здесь также стоит ожидание, но здесь стоит ожидание 50 секунд. Накладка звуков на видео, она идет чуть быстрее. Мы можем даже вот здесь посмотреть в
в документации, в дашборде, что идет накладка, соответственно, звуков на те видео, которые сюда пришли. Все, идет генерация, также мы ожидаем, потом проверяем, готово ли видео. Если видео готово, мы эти видео скачиваем уже непосредственно в наш Google Drive документы. То есть здесь процесс уже идет таким же, как и при работе с WEO. То есть мы скачиваем эти файлы через ноду HTTP request, просто указываем ссылку на скачивание. И дальше, если нам необходимо, я вот этот вот элемент я просто замораживаю, потому что я его деактивирую, потому что мне это как бы неинтересно работать с ним, я работаю в стороннем редакторе. То есть моя основная задача это просто выгрузить эти видео в Google Drive документы. Если вам интересно, здесь еще добавлены ноды. Нода, которая получает все 3 ссылки этого видео. Вот, нода код вытаскивает ссылки. Дальше мы опять возвращаемся к сервису Fail AI и ищем там MPatch, инструмент называется FFmpatch. Что он делает? Нам необходимо найти видео-to-видео, вот видео-to-видео, MPatch Compose. И этот инструмент, что он делает? Он склеивает несколько видео между собой. То есть у нас есть 3 видео, которые получились по 10 секунд. Что нам необходимо сделать? Нам нужно эти 3 видео склеить между собой. Как раз эта нода HTTP request также занимается тем, что она будет склеивать. Она тоже платная, но там склейка идет порядка около 2 центов за секунду видео. То есть если нам нужно 30-секундное видео, то посчитайте, сколько будет стоить склейка этих элементов. Я обычно не использую такие инструменты, мне не интересно, если вы хотите полную автоматизацию, то, конечно, можете использовать. Но я обычно использую свое Final Cut Pro для того, чтобы что-то где-то наложить, мне так удобнее. Я, возможно, еще не полностью автоматизировал. Дальше, значит, мы ожидаем время около 60 секунд для того, чтобы произошла склейка этого видео. И дальше мы проверяем. Если видео готово, мы его просто скачиваем и уже финальный вариант скачиваем в Google Drive документы. И после этого к нам сообщение в Telegram приходит от бота, который привязан к Телеграму. Если у вас все еще бот не привязан к Телеграму, здесь также есть отдельный видеоурок о том, как привязать бота к Телеграму. И этот бот нам присылает сообщение, что все готово, весь процесс прошел, можешь, соответственно, это видео выкладывать в социальные сети. То есть здесь основная задача это подружить несколько сервисов. Мы здесь дружили с сервис Create Video, от Seedance, сервис Fail. Давайте, может быть, посмотрим, вот эти видео, которые к нам пришли. Вот, кстати, видео сгенерировались, мы их можем вот прямо здесь даже посмотреть. Давайте перейдем. Вот эти видео уже со звуком. Кому как. Мне, например, эти звуки не очень нравятся. Кому-то нравятся. Различные звуки. Вот примерно так выглядят эти видео. И они после этого, соответственно, между собой все склеиваются, и уже готовый вариант вы скачиваете и получаете. Здесь также у меня указаны еще дополнительные ноды для, например, работы с Lite-версией. Lite-версия, она на сервисе Replicate используется. Здесь также у меня есть отдельные ноды, которые позволяют делать Create видео не на сервисе Replicate, а на том же сервисе FFail AI. То есть мы можем использовать различные инструменты. Моя же задача основная была это показать вам, что можно работать с различными сервисами и склеивать их между собой. Сервис Replicate, например, для генерации видео, либо для генерации звуков, и сервис Fail для генерации видео, для генерации звуков. Конечно, можно все использовать только в одном варианте, например, но нужно искать варианты. Например, вот сервис Fail VO3, инструмент VO3, он дороже, то есть он дороже, смотрите, он дороже, чем на сервисе Replicate. Значит, здесь выходит порядка $8 за 8
секундное видео, если не ошибаюсь, а на сервисе Replicate порядка $6 за 80-секундное видео. То есть сервисов большое количество. Если если вы понимаете, что где-то что-то дешевле, то, конечно, есть смысл подружить эти сервисы между собой. Если они как-то данные между собой не передают, то используйте ноды код. Как работать с нодами код, у меня тоже есть отдельное видео. В принципе, наверное, на этом все. Здесь основная задача была не просто показать вам, как можно генерировать такие крутые видео для социальных сетей, а здесь больше, конечно, задача была вам показать, что не нужно бояться соединять большое количество сервисов между собой в вашей автоматизации. Возможно, кого-то из вас заинтересует создание такого вида контента. Я этого делать не собираюсь, поэтому скачать шаблон N8N для работы с генерацией такого вида контента вы всегда можете в первом закрепленном сообщении под этим видео. С вами был Гризуевич. Обязательно поставьте мне нравится этому видео. Пока.